Самый дорогой игрок в истории Манчестер Сити покидает клуб. Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш, как ожидается, не будет играть за команду на клубном чемпионате мира, сообщает The Telegraph. Это связано с тем, что игрок, вероятно, покинет клуб летом. Футболист стремится найти команду, в которой он будет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира. Ман-Сити готов помочь ему в этих поисках. Главный тренер Пеп Гвардиола ранее заявлял, что клуб готов искать лучшее решение для игрока вместе с его агентом. Напомним, 29-летний англичанин перешел из Астон Виллы в 2021 году за 100 миллионов фунтов. Симоне Индзаги официально покинул Интер. 49-летний итальянский специалист попрощался с итальянской командой. Новым клубом тренера стал Аль-Хилаль, сообщает официальный сайт саудовского клуба. Контракт рассчитан на 2 года. Финансовые детали не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянец будет получать 25 миллионов евро за сезон плюс различные бонусы. Отметим, что под руководством тренера Интер завоевал 6 трофеев, стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и 3 раза Суперкубок Италии. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Челси объявил о переходе нападающего. Нападающий Ипсвича Лиэм Делоп перешел в Челси, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2031 года. Финансовые детали не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов. Именно такая клаусула была прописана в его контракте. В этом сезоне Лем отметился 12 голами и 2 результативными передачами в 39 встречах. Милан договорился о трансфере экс-игрока Реал Мадрида Луки Модрича. Милан почти достиг устной договоренности с центральным полузащитником Реала Лукой Модричем. По информации инсайдера Никола Скиры, контракт 39-летнего хорвата будет подписан по схеме 1+1. Зарплата 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Напомним, что Модрич покинул Реал на правах свободного агента. В мадридском клубе он зарабатывал почти в 3 раза больше. Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного. 22-летний украинский центрбэк Илья Забарный может покинуть английский Борнмут. Французское издание L'Equipe отметило, что парижане уже узнали сумму, за которую Борнмут отпустит украинца – 50 миллионов евро. Отметим, что в текущем сезоне Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной прошлого года. Отмечается, что Забарный подпишет контракт с ПСЖ лишь в том случае, если французы продадут российского голкипера Матвея Сафонова. Манчестер Юнайтед планирует избавиться от английского футболиста. Левый полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо намерен покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, клуб также хочет попрощаться с 25-летним англичанином. Представители Вингера в течение ближайших недель оценят все имеющиеся варианты для продолжения карьеры Санчо. Напомним, этот сезон англичанин провел за Челси на правах аренды, но лондонцы не захотели его выкупать. На счету игрока 5 голов и 8 передач в 42 матчах. Поль Погба может вернуться на родину во Францию. Полузащитник Поль Погба может стать игроком Монако, сообщает Foot Mercato. По данным источника, 32-летнего француза предложили подписать Монако, который ищет талантливого игрока для усиления своего полузащиты. Однако пока неизвестно, захочет ли клуб двигаться дальше в привлечении этого футболиста. Сообщается, что несмотря на слухи о возможном переходе Поля в Марсель, такой трансфер маловероятен. Напомним, Погба отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
и доступен как свободный агент. В последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года. Алонсо нашел новую девятку для Реал Мадрида. Мадридский Реал планирует купить нападающего в летнее трансферное окно. По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник Реала Хаби Алонсо запросил у Реала трансфер нападающего, который способен закрыть в клубе позицию девятки. Алонсо попросил клуб обратить внимание на норвежского форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда. В этом сезоне Хойлунд провел 52 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Хойлунда также хочет подписать итальянский Интер. Ман-Сити завершает трансфер игрока Милана. Манчестер Сити заплатит Милану за трансфер центрального полузащитника Тияни Рейндерса 57 миллионов евро фиксированной суммой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Еще 13 миллионов итальянцы могут получить бонусами. 8 миллионов из этой суммы являются легкодостижимыми бонусами, еще 5 – бонусами, условия которых будет сложно выполнить. Ранее была информация, что клубы достигли между собой устной договоренности о трансфере. Об условиях личного контракта Манчестер Сити договорился с Рейндерсом еще несколько дней назад. Новый тренер Ромы прилетел в Рим для подписания контракта с клубом. Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с Ромой. Журналисты заметили наставника в аэропорту Фьюмичино, откуда он направился в тренировочный центр Тригория. После подписания контракта наставник выпустит свои первые заявления в новой роли на официальных каналах римского клуба. Затем настанет время для встреч с менеджерами, в том числе с Клаудио Раньери, чтобы начать планирование действий команды на следующий сезон. Гасперини намерен собрать всех футболистов 10 июля для первой тренировки. Рома проведет тренировочный сбор, однако количество товарищеских матчей и имена соперников будут определены позже. Известного игрока могут пожизненно отстранить от футбола. Полузащитник английского Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета может получить пожизненный бан, так как специально получал предупреждение во время футбольных матчей. В мае 2024 года Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока в незаконном влиянии на ход встреч. Оказалось, что Пакета, а также его друзья и знакомые делали ставки на желтые карточки полузащитника. Суммарно они выиграли около 100 тысяч фунтов стерлингов. Британская пресса сообщила, что Лукасу грозит пожизненное отстранение от футбола. Он отказался сотрудничать со следствием и не намерен признавать свою вину. На данный момент суд в деле бразильца завершен. Окончательное решение будет известно в течение 1 или 2 месяцев. Португалия впервые победила Германию за последние 25 лет. Сборная Португалии победила Германию в полуфинале Лиги наций 2-1. Таким образом, этот матч стал первой победой португальской команды над Германией с июня 2000 года, когда игра завершилась со счетом 4-0. С тех пор Германия победила во всех 5 встречах до вчерашнего поединка. Кроме того, эта победа стала первой гостевой победой Португалии над немцами с октября 1985 года. В финале Лиги наций Португалия сыграет с победителем второго полуфинала Испания – Франция. Барселона может получить бан и штраф в виде снятия очков в следующем сезоне Лиги чемпионов. Каталонцам грозит наказание в следующем сезоне Лиги чемпионов за нарушение финансовых правил УЕФА 2-й год подряд. Челси и Астон Вилла также могут столкнуться с санкциями, но в их случае наказание будет мягче, поскольку это их первое нарушение. Об этом пишет Марка со ссылкой на The Times. В 2023-м каталонская команда уже была оштрафована на 500 тысяч евро, но на этот раз чемпион Испании может получить наказание в виде лишения очков в следующем сезоне Лиги чемпионов или на сокращение количества игроков,
которых можно будет зарегистрировать для участия в турнире. Если же нарушение подтвердится и третий раз подряд, то каталонцев дисквалифицируют с Лиги чемпионов. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.